От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Я приехала на рыбалку с ночевкой на реку Вилия для того, чтобы порыбачить со спиннингом, для того, чтобы сходить в баньку, переночевать в палатке, посидеть у костра и просто насладиться этой атмосферой осенней реки. Маленький, скажи, мне радостно, что мы приехали на рыбалочку в очередной раз. Как вам там видно? Видно ли вам все, ребят? Сегодня у меня просто новое нагрудное крепление. Я приняла решение его купить из-за того, что увидела одних из блогеров. Собираю свой спиннинг. Как видите, пока, наверное, для меня это самый идеальный вариант для моих рыбалок. Получается, что для моих снастей, для моих приманок и для условий, в которых я ловлю. Вообще, слушайте, он для меня прям универсальный. Поводок беру такой же, как был в прошлый раз. Вот этот поводок, ребят, выдержал. Элементы выдержали, вот эти все фурнитура металлическая. 35 сантиметров длиной, но 4 миллиметра. Так как в прошлый раз потеряла, в этот раз ездила, докупила. Не той конторы, правда, блесна. Это блесна Варивончика. Тоже белорусский мастер. Рабочие 100%, особенно вот это вот. У меня появился новый эхолот Калипсо. Эхолот сам идет в чехле. Хоп, смотрите. Смотрите, как удобненько. Это у нас поплавочек, это у нас там зарядка, это у нас сам эхолот. Самое-самое вкусное, это когда ты снимаешь вот так вот этот плет. Ой, красота, невероятная. Возьму себе, что мне тут себе взять? Возьму себе, ребят, консервушку. Все, ребят, я собрана, лодка готова, снасти готовы, покушать есть. Все есть, зарядное устройство есть. Все, ребят. Лип-гриб есть, подсак есть, хлебну кофейку. И можно ехать. Все-таки решила надеть шапку. Сегодня довольно сильный ветер, несмотря на то, что кажется, что солнце, нифига не жарко. Первым делом хочу сейчас вот ради интереса попробовать как-то опустить эхолот в воду. Интересно, как он будет что рисовать. Вот я его, ребят, включаю. Вот он у меня включился. Показывает 2 метра глубины, ребят. 2,2. Нифига себе. 2,3, 2,4, 2,5. Вот здесь вот углубление. Нифига себе, я даже не знала, что здесь такая. Все, и резкий выход 1,5 метра. Эхолот показывает температуру воды 10,4 градуса. Эхолотит он у меня сейчас на 60 градусов, показывает 1,5 метра глубины. Рыбы я еще, кстати, пока что не видела. Сразу лучше проверять, чтобы фрикцион работал. Даже если не крупная щука. Поздно, конечно, я сегодня на воду вышла. Ну, ничего страшного. У меня на самом деле еще завтра целый день впереди. Завтра я спокойно проснусь в своей теплой палатке и начну новый сплав. Ну, вот это ж, ребята, что это такое? Это рыба, что ли? Я не могу понять, что это такое. Здесь эхолот показывает, что пошло какое-то углубление 1,8 и 1,9. Недалеко до поворота осталось. Место интересное, поэтому я думаю, что его следует побрасывать колебалочкой.
Вот я куда-то зацепилась. Дала колебалке опуститься на дно, я сразу зацепилась. И перспективное место. Все, лажа. И перспективное место дос-видос. Красивые места вот такие вот. С какой-то стороны растет лес, с какой-то стороны поля. Очень красиво. Сегодня буду, как обычно, упираться, наверное, в металл, ребят. Но если металл в течение там часа-двух никаких поклевок вообще не принесет, на перспективных точках буду тогда пробовать джиговать. Ну и, соответственно, прибиваться буду вот так вот в траву, даже не буду якориться. В сапожках сегодня, кстати, финтрейл. Для того, чтобы, если что, можно было самой нормально выходить, подтягивать лодку. А то в коротеньких, тех желтеньких, тяжело было. Ну и холод показывает температуру воды 10,3 градуса. Глубина сейчас вот здесь вот у меня 1,8-1,9 метров. Я не могу сказать, что здесь прям глубоко. Ну вот серьезно. Сейчас посмотрим. Проплыву, вот пойду специально проплыву под противоположный берег. Может, под противоположным берегом будет поглубже. Нет, ребят, 1,9 глубина. Нифига здесь ничего тут по глубине такого сверхъестественного нема. Вода сегодня все еще мутная. Уровень не припал. Уровень такой же. Неудобно вот сейчас швартанулась, приходится боком сидеть. Пару раз буду, ребят, обкидывать, если не клюет, даже нечего стоять. Потому что 100% значит. Чью-то плетню, ребят, достаю, походу. Чья-то плетеночка. Это чья-то лесочка, чья-то плетеночка сейчас ко мне придет. Ой, моя. Нифига себе. Нифига себе. Какой кусочище. Ух ты. Ух ты, блин. Опа. Блесна трофейная. Блесенка у меня будет теперь, ребятки. Интересно. Опа. Я сегодня ловлю на блесна вот этого мастера, колебалку которого сейчас вот выловила на реке. Хороший улов. На данный момент это хороший улов. В прошлый раз потеряли, в этот раз нашли. Эту плетню я, естественно, не выбрасываю здесь, где попало. Забираю с собой и просто спалю ее в лагере, в костре. Вот такая вот теперь у меня блесна мастера варевон. Это, слушайте, ну это ж варевончика тоже. Хочу попробовать колебло, которое сработало в прошлый раз несколько раз. Это не то, на который был пойман трофей, но, по крайней мере, это та колебалка, которая срабатывала. Я вот знаю, что здесь была точно поклевка у меня. Я специально начала отсюда сплав для того, чтобы попробовать рыбу доловить в этом месте, посмотреть. Ну и, по крайней мере, мне будет понятно ее сейчас поведение. Если она не захочет клевать, значит, она просто не хочет клевать, понимаете? Попробую еще здесь резиночкой какой-нибудь побрасывать. Это 100% рабочая приманка по окуню, по щуке должна быть. Ну, сейчас ее снарядим. Давайте двойничком, а не одинарничком, для того, чтобы, да, огонек, повысить вероятность засечки рыбки. Меряем, где должен зайти наш краешек. На каком ребрышке? Ну, где-то вот здесь вот. Где-то вот здесь должно зайти. Продеваем. Блин, тяжелоненькая, скользкая протолкнуть. Вот так одела двойничок. Ну, это 100% цвет рабочий на всех реках. Сейчас посмотрим, хватит ли мне этой огрузки. Ну, летит нормально, мне хватит. Очень хорошие места вот здесь. Трава. Правда, поставила резинку с двойным крючком, и она даже больше цепляет траву, чем колебалки с тройниками.
Пока выше 2,2 глубины я здесь не встречала. Температура держится 10,3, видите? 10 градусов вода, но это еще нормально, более или менее. Рыбы нигде нет. К сожалению, сейчас поклевок вообще даже, казалось бы, в 100% местах их нет. Пообщалась с местным, тоже, который тут на спиннинг ловит. Тоже поклевок за сегодня не было вообще. Ниже, судя по всему, по течению много людей, но нам пофиг, мы ж на лодке, мы всех объедем. Хай спиннингуют. Все равно до какой-то определенной стороны и сделать так проводки, как, допустим, могу сделать я вдоль травы с лодки, с берега невозможно, понимаете? В этом и плюс лодки. Тоже место интересное, камыш. Но мне кажется, что в таком камыше, если будет сидеть, то какая-нибудь совсем не крупная щучка. Нам хотя бы хоть какую-то поклевку получить, слушайте, ну, за день. Учитывая, поздно поехала, бляха-муха, как всегда. Кстати, под такой травой я еще проводку не делала. Смотрите, я бросаю на середину, ну, потому что у нее она летит куда-то влево. Если я ее бросаю влево, она вообще влево улетает. И вот неспешно жду, пока она сама сместится к береговой линии. Сейчас ее туда подкинет. Вот она сюда подошла. И обычно под берегом бывает сидит там малечек какой-то, и за ним охотится и щука. Но щука в таких местах стоит, наверное, грамм 800, может, килограмм. А нам пофиг, нам хоть какую-то поймать. Ни в коем случае под проводами я ловить не собираюсь. Были случаи, когда я видела, как приезжают на реки и под проводами ловят прям с детьми. Это было для меня, конечно, большое удивление. Я понимаю, что это может быть и рыбное место, и там можно что-нибудь поймать, но рисковать, конечно, совсем не хочется. Вот они, провода. Я не знаю, таких может ударить током или нет, но там на столбах все равно висит надпись, что, типа, осторожно, типа, ловля в зоне, там, 10 метров, она, ну, на расстоянии от них, она 10 или там сколько метров, она запрещена. Все, проплыл, что, блин, вы думаете? Рыба только там есть, где эти провода. Единственные приманки, на которые я еще не пробовала ловить, это воблера. Беру вот такой вот воблер. Здесь не глубоко, поэтому мне нужно, чтобы воблер немного заглублялся, но всплывал. И это как раз тот воблер, который будет так делать, он будет всплывать. Для этого места должен подходить. Меняется здесь рельеф, видите? Температура 10,5 градусов. Видите, какие там бугры? Но за такими буграми-то должна стоять рыба. 1,6. Вообще хорошая глубина. Остановилась возле вот такого красивого обрыва. Там какое-то здание. И я плыву вот туда вниз по течению. Здесь у меня сейчас вот такой вот пляжик красивый. На шее у меня, о, смотрите, какое крепление интересное. Раз. Два. Сейчас трошки помою сапожки. Угу. Опа, сюда и вот сюда. Все, поехала снова. Опа, упала. Дождик пошел, и у меня наконец-то появляется надежда на то, что а вдруг сейчас рыба немножко отойдет, давление поменяется, ей станет комфортнее, и, может быть, она проклюнется. То, что дождя сегодня не обещали. 100%, ребят, вот здесь щука есть. Вижу, как она что-то ходит, то что-то не хочет брать. Ходит, волны пускает, понимаете, туда-сюда. Вот сейчас поставила воблер, который довольно сильно заглубляется. Не хочет атаковать приманки, понимаете? Не хочет. Снарядила вот такую резиночку с грамм 8, да, 8. Головка.
Класс. Ребята, просто супер. Вот эта вот приманочка просто класс. Виброхвостик, огонек. Ждем, пока добьет до дна. Добьет до дна. Честно говоря, устаешь не просто от того, что вот плывешь или бросаешь, а устаешь просто от того, что вообще не клюет. И сегодня вообще нет никакой реакции, поэтому очень тяжело сохранять, так сказать, ну, настрой. Такое интересное место опять. Ну, слушайте, сегодня столько было много интересных мест, и нигде ничего не клюет пока. Вообще не... О, это был удар. Это удар. Ребята, рыба, ребят. Рыба, ребята. Это наконец-то рыба. Я надеюсь, что она не сойдет. Опа. Беру ее на этот раз лип-гриппом. Опа. Есть. Ну, наконец-то, слушайте. Наконец-то. Наконец-то моя красота клювала. Беру и освобождаю его. Наконец-то. Вот такая вот красота, ребят. А зубы какие у нее. Обалдеть. Вот она, красотка. Ну, хорошая, слушайте. Такая, грамм 800-900, может быть. Оп. И так. И вот так. Вот так вот. Все. Вот в этот раз лип-грипп мне помог. Быстрина, смотрите, какая мель. Видите, это вот места больше похожи на жереховые такие плесы. Надо будет когда-нибудь сплавиться здесь летом. Я почему-то уверена, что обязательно просто должен здесь быть жерех. Просто гляньте, какое место. Вот здесь вот река справа, а вот здесь затока. Здесь может быть рыба просто. Нифига себе, вы это видели, ребят? Это ж щука была. Ха. Интересно, да? Я вижу, что рыба есть. И только что и была поклевка, понимаете? Была поклевка. Вот в чем дело. А если была поклевка, значит, надо пытаться ее сейчас поймать. Значит, у нее активность, у нее выход. Начался дождь. И сразу несколько выходов. Но я не верю в повороты. Ну, как сказать, не верю в ямы. Я не верю в ямы, я верю в входы и выходы с поворот. Поэтому идем дальше. Просто хочу показать вам, какая здесь красота. Вот здесь вход в такой, как... Ну, затока это больше. Это никакой не старик. Но здесь может быть рыба, ничего не клюнула. И вот дальше такой большой поворот. Солнышко уже садится. У меня, наверное, где-то час в запасе есть, чтобы добраться туда вниз по течению к лагерю. 4 постовушки стоит. Сейчас посмотрим. Интересно, вот здесь вот в камыше сидит хотя бы хозяин или так чисто оставили и уехали нафиг.
Здесь вот еще одну поставили. Интересно, будут ли люди, мне больше всего интересно. Вот еще, смотрите, поставили. Ёб твою маковку, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И все оставили без присмотра, понимаете? Вот такую лабуду кто-то наставил, видите? Вот тут вот, типа, выход из этого старика. И здесь эти поставушки. Потому что кому-то нечего трындеть и называть настоящие реки, на которых рыбачишь. Я и говорю про себя. Потому что это я рыбачу по-человечески. А кто-то поставушки и повыбивает ее здесь, конечно. Так. По факту такие снасти, которые оставлены без присмотра, можно снять и порвать. Порез. Я этого, конечно, не сделала, но вам должно быть стыдно. Вы должны за ними следить, ребят. Ведь не должны вот так уезжать. Нет. Красиво, но уже темнеет, конечно. Мне нужно поторапливаться. Тут вот такой обрыв огромный. Найдите собаку. Найдете? Здесь где-то замаскирована собака, и она меня ждет. Вы ее видите? Вы ее видите, ребят? Собаку видите? Найдите пёсю. Вы видите пёсю, ребят, или не видите? Это же просто как пантера, друзья. Это просто дикая пантера вон там. Посмотрите. Вовёрочка. Вовёрочка, вовёрочка, моя мохнатая собачка. Ты по мне скучал, рыжий пес? Сегодня вот в таком месте находимся, прямо посреди леса. Вот здесь вот стоит кухня, вот здесь вот стоит банька, и вот здесь вот стоит палатка. Машина с прицепом вот там, сзади всей полянки. Здесь везде лес, вот такая красота, друзья. Вот здесь, кстати, в этом ящике все продукты, друзья. Это зимний ящик рыболовный, который можно использовать не только как простой ящик рыболовный, но и как холодильник. На целый день был один выход щуки приблизительно на час. В этот момент у меня произошло одна поклевка и несколько выходов. Причем я видела, что ходит рыба, пытается что-то клюнуть. Начался сильный дождь, все оборвало, и больше после этого вообще нигде никаких поклевок, ничего не было. Места здесь красивые, сейчас разводим костер, благо в шатре уже тепло, я смогла сразу погреться, у меня ноги замерзли, у меня были вот эти вот финтрейловские сапоги. Когда холодно, ребят, не знаю, там валенок внутри нет, есть внутри неопреновые вставки, их не хватает, я замерзла очень сильно. Оп, ребят, разгорелся костер. Хоп, главное, чтобы у нас вот эти все вещи теперь не загорелись. Но я думаю, что это лучше, чем если бы волшебного костра не было. Мне есть чем заняться. Я сейчас хочу перебрать тут все свои эти приманки, посмотреть, что у меня есть. Всякие воблера, всего хватает. Хочу просто немножко, ребят, хотя бы сложить. По традиции, конечно же, банька. На улице сегодня, ребят, прохладно, и я до сих пор не отошла от того, что замерзла в лодке из-за ног. Вот, поэтому нужно обязательно сейчас пойти прогреться. Банька уже, ой, ребят,
Это лучшее, что может быть. Приличный кусок я сегодня проплыла. Вот сейчас смотрю. Нормальный такой кусище дала. Как никогда, прям нифига ж себе. Причем я не могу сказать, что я не успела ничего побрасывать, понимаете? У нас тут стоит один фидер. Едает все время мотыля. Так. Минут 5, наверное, простояла. Остыла и возвращаюсь снова в баньку. Перезабросила фидерок. Ой, да, вот уже так прям зябко стало, но было хорошо стоять. Два веничка у нас сегодня, береза и береза. Значит, когда запариваем их, сначала ложим в воду в холодную на длительное время. Теперь обливаем веники горячей водой, а потом ложим на камни, чтобы хорошенько прогрелось все это дело. Ну нормально так, ребят. Нормально сегодня газку поддаем. Ой, пар пошел хорошо. Пар пошел хорошо. Многие говорят, что если пар пошел... О! Что если пар пошел, камера не греет? Потому что камера, когда нагревается, она перестает греть, ребят. О, хорошо. О, блин, нифига, нормально. О, хорошо. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка друг запляшет облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Помидоры должны потихонечку запечься. Оп. О, есть. Только главное, как не превратились в кашу. Теперь, ребят, сверху. Хоп. Хоп. Чесночка. Чесночок. Сейчас, когда сниму помидоры, в конце посыплю помидорчики зеленью. А пока они сейчас доделываются, мне нужно там просто, чтобы расплавился сыр. Они уже нормально там пропеклись. Вот так вот красиво, смачно. С чесночком у нас получилось. Гарнир. Блин, прикиньте, ребят, посмотрите. Все осталось замерзшим в этом ящике. Это же круто. Это просто нереально круто. Я даже не ожидала. И останется поджарить вкусное мясо. Нарезаю его кусочками вот такими. Возьму, попробую помидорку. Пока все готовится, интересно даже, как будет. Ну, неплохо, но хотелось бы, конечно, я больше люблю
Когда сыр натерт, с майонезом. Ну так тоже хорошо кушать можно. Овощи уже зажарились. Можно их накладывать. Опа. Давайте вот это. Оп. Целый день сегодня не кушала ничего горячего. Да вообще ничего такого не кушала. Колбасу только поела. Прекрасно получилось. Очень вкусно. Сейчас покушаем. Прогуляем песика. Конечно, спать. Надо выспаться к завтрашнему утру. Мы сейчас вот идем, прогулялись с собакой. Идем, поем, потому что реально страшно. Стоим прям в таком лесу. Илейские леса, они такие дикие. Такие дичайшие. У нас поляна, вот, на нее ведет здесь вот дорожка. И все. И получается, мы эту поляну закрываем своей машиной полностью, да? То есть только если кто-то слева-справа подкрадется. А тут из-под кордунов, вот оттуда. Вот оттуда только если кто-то, ребят. Собака, короче, ребят, бегает за зайчиком от этого, от фонаря. И побежал, сейчас еще в воду, может, кульнешься, а, Рамсюш? О! Внутри палаточка. Красота. Честно, ночь прошла очень быстро, если не учитывать то, что на каждый час стоит будильник, и каждый час мы просыпаемся для того, чтобы просто остаться в живых, так сказать. Печка исправно грела, шатра хватило. Сейчас на улице какая-то морось. Я уже успела помыть голову, почистить зубки, позавтракаем и посмотрим, что буду делать дальше. Наверное, скорее всего, поеду сплавляться, ловить щуку. Пока на реке никого нет. Сейчас я обращаюсь к тем, кто установил те поставушки. Вы узнаете их, я уверена. Вы посмотрите мои видео. Я предупреждаю вас. Если я еще раз встречаю поставушки, никого рядом нет. Ребят, снасть без присмотра должна быть уничтожена. И я все просто-напросто что сделала? Порежу. Чтобы вы знали, что свои снасти оставлять без присмотра нельзя. Вот такой вот эхолот мне пришел. Calypso Comfort Plus, который я уже вчера использовала на открытой воде. Огромный плюс в том заключается, что его можно использовать как с лодки, так и со льда. Только для крепления на лодку понадобится специальная струбцина, а также кронштейник, который идет здесь в комплекте. Комплектуется прекрасным противоударным чехольчиком с хлястиком, который регулируется. Есть светоотражающий элемент, благодаря чему эхолот будет сложно потерять даже в темное время суток. И в чехле умещаются все аксессуары, которые входят в комплект. В комплект вместе с эхолотом идет сам экран, который показывает все данные.
главное, это датчик эхолота вместе с поплавком. Шнур у эхолота 2 метра. Для того, чтобы использовать эхолот зимой, нужно использовать вот этот вот поплавок. Это написано в инструкции от производителя. Причем датчик эхолота должен размещаться под кромкой льда. Когда я плыла на лодке, я поняла, что поплавок вот этот вот, он тоже не личный, и его лучше использовать для того, чтобы постоянно, равномерно размещался датчик и висел у меня с лодки. Вот так вот он висел, я ехала и холотила, видела все глубины. Кстати, глубины на реке у меня не превышали 2,5 метров даже на поворотах. Сам монитор, который отображает информацию с специальным светозащитным, солнцезащитным козырьком. Плюс ко всему пластиковый кронштейн, о котором я говорила, для крепления на лодку струбцины. И, естественно, кабель для зарядки эхолота. Его можно фиксировать к компьютеру, либо к USB-бочку. Сам эхолот фиксируется на клипсу. Его можно зафиксировать на ремень. В чехол он зафиксирован вот здесь вот на клипсу, которая расположена сзади на мониторе. У нас можно включить не только режим эхолокации, но и режим глубиномера. Эхолот отображает радиус луча, который измеряет глубину одного и второго. То есть это радиус внешнего 60-градусного луча, это радиус внутреннего и, соответственно, глубины внутри. Переключение между режимами осуществляется кнопкой включения. Здесь у нас с вами выход в основное меню, где очень много настроек. Можно выбрать режим работы. Подтверждение действия также осуществляется кнопочкой солнышко. Можно выбрать летний и зимний режим. Лето – это сканирование по открытой воде, зима, соответственно, сканирование со льда. Такие эхолоты можно обновлять. Поэтому, если производитель выпустит какую-то новую прошивку, то можно будет обновить эхолот, и он станет работать на воде еще эффективней. Хотелось бы отметить то, что у датчика защита от попадания влаги и ударов IP68, это попадание влаги, у самого вот этого вот дисплейчика, который выводит информацию, IP64, если я не ошибаюсь. Поэтому дисплейчик лучше с ним обращаться немного поаккуратнее, чем с самим датчиком. Зимой можно будет экран монитора носить у себя на чехольчике вот так вот, таким образом, и просто датчик эхолота опускать в лунку. Удобно это тем, что можно одновременно еще в придачу и пробовать что-то ловить. Потому что вы не будете ничего держать в руках. У вас будет вот таким образом опущен датчик в лунку. Руки будут свободны, и вы можете спокойно удить рыбу, а не заниматься тем, чтобы удержать эхолот. Мне очень нравится. Я с нетерпением жду зиму. Надеюсь, что ожидания синоптиков не оправдаются. И зима все-таки будет. Ну и, конечно, сегодня еще раз попробую поиспользовать эхолот, проэхолотить реку, посмотреть, что здесь есть, и вместе с датчиком рыбы поискать рыбу. Вдруг где-то рыбка собралась, и можно будет побросать те места, где я увижу рыбу, и поймать там хищника. Щуку, наверное, оставлю здесь, в лагере. Никто ли ее не украл? Нет, никто ее не украл. Сидит такая вся в траве, видели? Водичку взяла с собой, еды взяла с собой, приманок, калипсо, пауэрбанк. Сегодня с утра я уже, ребят, пробовала вот здесь у себя под лагерем бросать спиннинг. И у меня была одна пакля на колебалке. Ну как пакля? Это был удар. Это было 100% счет. Сейчас как будто опять был удар. Может быть, мне и кажется, может быть, это какие-то деревья здесь или что-то торчат. Но очень похоже на удары. Хорошее место. Слушайте, здесь на фидер можно летом приезжать ловить, потому что, посмотрите, меня даже не несет по течению. Главное, чтобы меня, ребят, тут не это. Не хочу. Хочу пока постоять здесь, побрасывать. Она меня пытается выплюнуть отсюда, река, понимаете? Я не хочу, я хочу здесь быть. Датчик у меня на поплавке так удобнее, я считаю, даже на лодке. Для того, чтобы он постоянно равномерно на одной дистанции показывал, чтобы он не заглублялся ниже, чем надо. Прикиньте, здесь глубина 2 метра. Потихонечку начинаю плыть. И глубина начинает меняться в меньшую сторону. Глубина у меня уменьшается. Самое интересное, что чем дальше от берега,
тем, наоборот, меньше глубина, как это ни странно. Здесь 1,7 метра, вот на входе в поворот глубина меньше, чем там до входа в поворот. Прикиньте. И я могу сказать вам, что по нулям даже ни одного ударчика пока нет. Рыбка снова не в настроении. Во. Вот здесь вот косяк рыбы, походу. Блин. Короче, я не знаю. Ух ты. Смотрите, сколько здесь рыбы. Давайте выключим датчик рыбы. Вот, пока еще не сел у меня эхолот. В дополнительные параметры. И выключим этот. И посмотрим, показывает ли как-то рыбку или нет. Вот он совсем по-другому стал, смотрите, показывать, да? Вот на дне. То ли какое-то движение. Вот это, ребят, походу, вот это вот все рыба. Вот это, да? Ну, давайте чувствительность уменьшим. Ради интереса. Посмотрим, что будет с минимальной чувствительностью. Будет показывать что-нибудь или нет? Это с минимальной чувствительностью. А это прям вот с максимальной чувствительностью. Максимальная чувствительность нам... Вот она. Она нам не нужна. И хочу снова включить через дополнительные параметры отображение рыбы Fish ID. Вот это вот. Хоп. И посмотрим, рыбку покажет или нет. Да, ребята, показывает рыбу в полводы. Ну, прикиньте. Посмотрите. Прикол, да, вот это да. Прикольно. Погода сегодня отличная для того, чтобы поймать щуку. Сегодня пасмурно. Есть небольшой ветерок. Правда, меня река прячет от него. Небольшие такие дуновения ветра. Вода мутная. Уровень высокий. Ну, уже, как показала практика, если будет выход, то щука клюнет ей все равно на этот уровень воды. Глубокое место, и я приняла решение поставить воблер. Воблер, который с огромной лопаткой. Похож на крэнк, но мне кажется, больше, чем крэнк. Он офигенно просто играет. Рыгает. Вообще просто нереально. Офигенно. Чё рыбе надо, я не знаю. Я б на такое клюнула. Он просто нереально играет. Офигенно просто. Мне хотя бы хоть какую-то рыбу, понимаете? Хоть какую-то до килограммчика или что. На килограммчик было бы хорошо. Она никакая клевать не хочет. Так, сюда. Может, трохи, я не знаю, может быть... Трохи, ну, 8 и так долго падает, ребят. Я не знаю, что делать. Сейчас будем думать, потому что так не пойдет. Пришла я наконец-то, где есть рыба. Несколько поклевок уже подряд, но я уже не рассчитываю, что на эту колебалку может здесь клюнуть. Но она вот тут вот прям выходит и стоит. Вот прям вот здесь вот. Ну, почему-то не засекается. Нужно ее попробовать на что-то, может, добрать или что. Сейчас посмотрим. Нифига себе, я тут щуку ловлю. А здесь вот такой вот интересный, ну, не пляж, а песочек, видите. Бобер, видно, пытался вскарабкаться. Вот сейчас тогда вот отсюда мы побросаем. Может, вот здесь кто-нибудь сидит. Есть, ребят. Есть, ребят. Не крупная, но есть. Маленькая совсем шнурочка вот такая. Шнурочка-шурочка. Здравствуйте, моя хорошая. Смотрите, какая малышка попалась. На блесну. Но если есть не крупная, значит есть и большая, конечно. Оп, отпускаю. Как же все-таки круто вот так вот одной плыть посреди такой огромной дикой реки, друзья. Просто нереально. Посмотрите, какая красота. Очередная вылазка на рыбалку, ребят, заканчивается. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, поставьте лайк. Можете поставить дизлайк, оставьте комментарий обязательно. Нажмите обязательно колокольчик, чтобы следить за обновлениями. Ну и, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. До скорых встреч.